Приветствую вас! Очередная передача «Нота Бене». Сегодня мы с вами поговорим о топ-5. Топ-5 – это 5 основных претендентов на пост президента. Я не знаю, может быть, что-то еще в мае поменяется. Хотя у меня есть на этот счет большие сомнения, и кажется, что вот эта пятерка останется. Более того, может быть, кто-то из нее выпадет, но это уже другая история. Но если кто-то выпадет, значит, кто-то войдет. Свято место пусто не бывает. Те, кто обратил внимание на картинку, наверное, заметили, что там мелькает и Илон Шор. Ну, это как тень отца Гамлета, скажем так. То есть он не будет участвовать в выборах, но он закулисно будет оказывать влияние на эти выборы, потому что есть сетка Шора, это прикупленные, купленные избиратели, есть СМИ, информационные ресурсы, которые контролирует Шор, есть финансовые ресурсы, которые контролирует Шор, но это будет вложено только в тех кандидатов, которые будут работать на интересы Кремля. Поэтому и на картинке он показан именно там, над этими людьми он летает или витает. Начинаем с лидера гонки. На мой взгляд, и вы тоже, наверное, со мной согласитесь, что сегодня лидер – это действующий президент Майя Санду. И поэтому мы начинаем именно с нее. Почему лидер? Потому что по всем опросам, которые проводят провластные, антивластные социологические центры, она лидирует во всех этих опросах. Да, бывает с разными результатами, иногда с большой разницей, иногда даже на 10%, но все равно она ни разу никому не уступила первое место. Если открыть Конституцию и почитать, что такое президент Молдовы, и вот вы прочтете, вы скажете: слушайте, так Майя Санду идеальный президент. Все, что написано в Конституции, она выполняет и делает нормально, и решила многие вопросы, которые обязана решать по Конституции. Но вот как к лидеру нации, к ней есть вопросы, но об этом чуть позже. Давайте так. Главный вопрос, почему ее избирали и почему она в лидерах. Вы знаете, я на днях беседовал с ее сторонником, причем активным сторонником, с Приднестровья. И меня удивила вот его позиция, потому что со стороны Приднестровья я не ожидал, что может быть такая позиция, да и не ожидал, что там есть активные, не просто сторонники, но такие активные, которые готовы поддерживать Майю Санду. Так вот, он высказал свое обоснование, почему он поддерживает и считает, что не только он по этой причине поддерживает Майю Санду. Во-первых, хотя, говорит он, может, у нее не все получается из намеченного, особенно во внутренней политике, по Конституции она и не обязана заниматься, но мы-то ждем, мы же избирали ее. Но в отличие от своих политических конкурентов, она предложила Молдове ясный, перспективный и наиболее приемлемый для нашей страны путь. Это вступление в Европейский Союз. И мало того, что предложила, за время своей каденции она добилась результатов. Молдова стала кандидатом в члены ЕС и принято решение о начале переговорного процесса по вступлению. Я думаю, в ближайшие месяцы этот процесс начнется. Но уже добавлю от себя. Сама президент и ее сторонники мало очень делают, чтобы убедить граждан в преимуществе европейского пути. Убедить в том, что это не абстракция, не мираж, а реальное улучшение жизни граждан Молдовы.
если пойти по этому пути. Но я вам приведу только один пример, чтобы не отвлекаться. Это не тема сегодняшней моего выступления. Пенсии и зарплаты в Румынии и в странах Балтии, это Литва, Латвия, Эстония, выше, чем в России. Ну, представьте себе, богатейшая Россия, в которой есть все, вся таблица Менделеева. И вот Румыния, Литва, Латвия, Эстония сумели для своих граждан пенсии и зарплаты дать выше, чем в России. И во многом, да нет, во многом, это именно благодаря, что эти страны вступили в Европейский Союз. И, во-вторых, отметил мой собеседник из Приднестровья, она политик, считает он, и решает возникающие проблемы политическими методами. А многие из тех, кто с ней конкурирует, больше похожи на представителей мафии и действуют мафиозными методами. Ну, наиболее яркий представитель – это Илон Шор. И сходка, которую он организовал в Москве, это еще раз подтвердило. Я думаю, что к этой теме я вернусь, скорее всего, если ничего не помешает, на ближайшей передаче, ну, наверное, даже в среду в 19 часов мы будем говорить об этой сходке. И вообще, что замыслил Шор? Тут есть один нюанс, и мне кажется, что они на поверхность выкатили одно, а на самом деле внутри заложено другое, более опасное для Молдовы, чем то, о чем они публично говорят. Но оно чуть-чуть проскользнуло на этом съезде. Я сейчас не буду открывать все карты, мне надо очень серьезно все это обдумать, но вот, если все получится нормально, в среду в 19 часов я вам расскажу о том сюрпризе, который Шор-Кремль готовит для Молдовы. Ну и необходимо понимать, что все, кто пойдет на выборы президента, будут, в данном случае мы уже возвращаемся к Майе Санду, будут наносить удар по действующему президенту. На нее будут вешать все проблемы Молдовы. И у нее и так сегодня есть серьезные проблемы с негативным рейтингом. Он достаточно большой. И чтобы его снизить, нужно всерьез заняться внутренними проблемами. Ну, что такое внутренние проблемы? Это рабочие места, рост доходов, рост поступления в бюджет, инвестиции в различные проекты по развитию экономики, развитие регионов, это образование, здравоохранение и так далее. Да, это не входит в обязанности президента, но входит в обязанности национального лидера. А кого мы избираем на всенародных выборах? Мы избираем лидера страны. Не просто, как сказал один политик, чиновника номер один. Мы избираем лидера. И вот от лидера мы ждем большего, чем от чиновника. Да, я заметил, что в последнее время Майя Санду стала больше внимания уделять внутренним проблемам. Но заниматься внутренними проблемами – это не только совершать поездки по стране, общаться с разными категориями граждан, там, фермеры, предприниматели, медицинские работники, педагоги, пенсионеры и так далее. Это и выдвигать проекты развития и добиваться их реализации. То есть вот тема европейского выбора, она стала такой практической. Это уже не мечта, это реалии. А вот мечты должны быть в тех изменениях, которые произойдут в Молдове здесь и сейчас, а не в далеком 30-м году. И, на мой взгляд, президент может соглашаться, может не соглашаться, это ее дело, необходимо именно сейчас продвигать проекты, которые бы, продвигая, люди увидели, слушайте, так это нам дает что-то, вот она продвигает это рабочие места, она продвигает это поступление в бюджет, а в поступление в бюджет это рост пенсий, зарплат и так далее. Пусть президент думает, это ее проблемы, мы так по-дружески просто советуем поразмышлять над этими вопросами.
И мне кажется, что вот в этом случае, если такое произойдет, то те минусы, тот в негативном рейтинге, который есть, они могут превратиться в плюсы и дать возможность вырасти позитивному рейтингу. Ну, а это возможность победить на выборах. Прежде чем перейти ко второму потенциальному кандидату, небольшая такая информационная, ну не пауза, а момент для информации. У нас произошло очень интересное событие. Я постоянно говорил, если вы помните в передачах, что мы ждем, что АВА ТВ к концу мая дойдет до 2 миллионов просмотров. Ну, по всем там, где идет YouTube, Facebook, Instagram, Telegram и так далее. И вот наш редактор буквально вчера подсчитал, опубликовал, у нас еще не закончился апрель, за 28 дней 2 миллиона свыше 214 тысяч просмотров. 2 миллиона 214 тысяч просмотров. Это очень замечательный результат. Ну и плюс выросло число подписчиков на YouTube. Я должен сказать, что это наше общее достижение. И теперь я не знаю уже, какие планы ставить. Значит, на конец мая надо минимум 3 миллиона просмотров в 28 дней. А уже, как я планировал тогда, к октябрю, ну, давайте замахнемся уже где-то на 5 миллионов просмотров. Ну, надо планку поднимать все выше и выше, чтобы было стремление бежать. Ну и, безусловно, чтобы это произошло, видите передачу, ставьте лайки, подписывайтесь мгновенно, тех, кто особенно на Ютубе, нам важна сейчас подписка. Ну и, безусловно, вы помните, мы существуем за счет вашей финансовой поддержки. Внизу написано, как нас можно поддержать. Вы поддерживаете, мы вас очень благодарны, но надо увеличить помощь, потому что вот мы собираемся запустить 2 новых проекта, и, честно говоря, ну, на грани находимся, не хотелось бы запустить и тут же их потерять. Идем дальше. Лидер протестного движения Ренато Усатый, известный Ренато Усатый, который активно вошел в политику где-то с 13-го, может быть, нет, наверное, с 13-го, потом 14-й год и так далее. Правда, в 14-м году ему обрезали крылья, его сняли с выборов, сняли незаслуженно, потом Европейский суд подтвердил это, но удар нанесли очень большой, и, в принципе, на местном уровне он избирался мэром, а вот как бы на республиканском уровне ему не удалось подняться, и я думаю, что вот в этом и в следующем году Ренато Усатый будет все делать, чтобы наконец-то выйти в высшую лигу на национальном уровне. Да, у него есть шансы хорошо выступить на выборах президента, ну и в парламента уже в следующем году. И есть проблема, которая может ему помешать хорошо выступить. Вначале о шансах. У Усатого есть харизма. Он действительно, ну, из молдавских политиков, ну, наверное, сегодня он на первом месте, вот как человек с харизмой. Ну, харизма есть у Владимира Воронина, но он же не проявляет активность. Харизма у Влада Филата, но он тоже сейчас как бы не очень занимается большой политикой. Но остался вот один Ренато Усатый с харизмой. И он сейчас, я повторяю, достаточно активный, он коммуникабельный, у него очень хорошая узнаваемость, но есть и проблема, очень серьезная проблема. Ренато Усатый иногда исчезает на неопределенное время из политической жизни, из политического пространства Молдовы. Сейчас он взял хороший старт, на взлете, проявляет повышенную активность, создает информационные поводы и успешно их продвигает. Отметим, что эти информационные поводы на злобу дня, коррупция, аферы, схемы. Но стоит ему
потом на 2-3 недели, а может быть и на месяц, а может быть и на 2 исчезнуть, так все быстро забудется. Я не знаю, какие у него там планы, но если он собирается исчезать вот на такой длительный период, лучше ему не начинать все это. Ренат Усатый позиционирует себя как центрист. Он решил, что мы не должны, я имею в виду Молдова, болтаться между Западом и Востоком, и провозгласил, кстати, интересный тезис, что не надо никуда идти, а надо взять все лучшее, что есть на Западе и Востоке, и внедрять в Молдове. Ну, интересно, конечно, тезис, но надо, конечно, ему серьезно подумать, как его лучше обосновать, как взять, кто будет брать, в каком виде. Это инвестиции, новые технологии, это менеджмент или что-то другое, по каким каналам это пойдет. То есть, нужно людям объяснять. Да, можно выдвигать очень хорошие идеи, но для хороших идей нужны и дорожные карты. Ренат Усатый также считает, что наличие в Молдове 3 культур – романской, славянской и тюркской – это не минус, как почему-то многие считают, а плюс Молдовы, только его надо по уму использовать. Наверное, есть резон в этом, что открывается 3 больших мира, и надо потенциал этих 3 больших миров как-то внедрять и в Молдове, налаживая связи по различным каналам. Мы анализируем кампании всех претендентов, и у нас сложилось мнение, что, по сути дела, Усатый уже начал президентскую кампанию, да он и не скрывает, что собирается на пост президента, и одновременно парламентскую кампанию. И уже можно выделить какие-то ключевые цели. Первое. Он хочет, и, видимо, у него это получится, занять нишу разоблачителя номер 1. Но, учитывая его умение добывать и подавать информацию, я думаю, нас ждет очень много скандалов из элитной сферы. Он умеет находить что-то такое, разоблачать, и умеет это очень красиво подавать. Это хорошо, замечательно. Значит, на то... санитар леса такого политического, он у нас как волк в реальном лесу. Второе, критически анализировать деятельность власти и оппозиции. Я не скажу, что он тут чемпион, что его анализ критический самый лучший, но он пытается осваивать эту нишу. Я повторяю, он не добился еще там высот, но продвигается и в этом направлении. А продвижение идей созидания, разных проектов по развитию Молдовы, тут надо признать, что Усатый типичный молдавский политик. То есть идеи развития, новые интересные проекты, не говоря уже молдавской мечте, мы у него не видим. Как у всех молдавских политиков, они больше любят критиковать, чем что-то предлагать. Появится все это у него? Пока я сомневаюсь. Появится, мы вам обязательно об этом расскажем. Самое главное, что я хочу подчеркнуть. Скорее всего, электоральной нишей Усатого станут протестующие граждане Молдовы, протестующие против всего. Это те, кто разочаровался в ПАС и Санду, и те, кто не видит перспектив в пророссийской оппозиции. На этих граждан он будет делать ставку, но чтобы сохранить их, он нужен постоянно работать с ними, подпитывать их какой-то информацией. И главное, убедить их, что Усатый станет их рупором во властных структурах, будет защищать их интересы. Я не знаю, как это может сыграть на президентских выборах, но на парламентских это, безусловно, обязательно сыграет. Далее идем. Возможные ставленники Кремля. Игорь Додон, Ион Кику, Ирина Влах, а за ними тень Шора, то, что я вам говорил. А где Ион Чебан? И давайте начнем с Иона Чебана, которого вы не увидели на фотографии. Но тут, может быть, я ошибаюсь, но мой прогноз на сегодняшний день такой. Я назову вам цифры этого прогноза. Для меня 70% против 30%,
что он не будет участвовать в выборах президента. И для меня 70% против 30%, что он не захочет быть кандидатом Кремля. Ну, давайте начнем с первого. Почему не будет участвовать? Наверное, он, если послушает, скажет: ты о чем говорите? Да я уже принял, я буду участвовать, что вы тут играете? Но я почему-то уверен, что не будет. Вот он, может быть, уверен, что будет, а я уверен, что не будет. Почему? Потому что он не глупый человек, он должен проанализировать ситуацию. Ну, во-первых, он только победил на выборах мэра столицы. Он отдавал обещаниям жителям муниципии. И участие в выборах буквально через год, что все, я иду на другие выборы, это в какой-то мере предательство своих избирателей в городе и бегство с Кишинева. И неважно, победит или не победит он на президентских выборах, он покажет намерение, что ему уже не интересен Кишинев. Я не знаю, простят кишиневцы ему это, что он так быстро бросил город, и непонятно, кто возьмет потом этот город. Тут, я думаю, ему надо крепко над этим подумать. Во-вторых, у него и его партии нет организации за пределами муниципии. Чтобы создать такие организации, понадобится очень много времени и много денег. Я не думаю, что все это у него есть. В-третьих, давайте вот прямо об этом скажем, может, кому-то это неприятно будет услышать, особенно проевропейцам. Майя Санду сегодня кандидат коллективного Запада, а также Румынии и Украины. Они делают ставку на нее. И если Ион Чебан идет против нее, значит, он бросает вызов и коллективному Западу, и Румынии, и Украине. Нужно ему это? Не знаю. Ну, если он ищет каких-то проблем себе, может быть, и нужно. И в-четвертых, если, несмотря на первые три причины, он все же решится пойти, этим самым он даст сигнал, что он готов идти против Запада, против Румынии, против Украины и против тех проевропейцев, которые поддерживают Майю Санду, потому что за ним есть большая сила, за ним стоит сам великий и могущественный Шор, а за Шором стоит Кремль. И это обеспечит его деньгами, это обеспечит его организационной поддержкой за пределами Кишинева, это обеспечит его медиа. И что в результате получит Ион Чебан? Получит ярлык пророссийского политика номер 1 в Молдове и ярлык человека Шора. Ну, готов он к этому? Пусть подумает. А теперь, почему он не захочет быть кандидатом Кремля? Вот он подумал и принял решение: я не буду кандидатом Кремля. Во-первых, то, что я говорил, большие мировые игроки, Соединенные Штаты Америки, ЕС, и играющие на их стороне Румыния и Украина, решила, что Молдову нельзя отдавать России. И я уверен, не отдадут. Став кандидатом Кремля, Чебан загоняет себя в нишу маргинальных политиков, который решил как бы бороться вот с коллективным Западом, в том числе и с Украиной, и с Румынией. И самое главное, не влезая в выборы президента, но активно поддерживая референдум, он создает себе хорошие перспективы для выборов в парламент. Мне всегда казалось, что Чебан дружен со здравым смыслом, с головой. И если это так, то он не будет играть на стороне Шора. Позиции ПАС более слабы, чем у Майи Санду. И большие игроки, которые я перечислил, не будут против тех проевропейцев, а Ион Чебан заявляет себя как проевропеец и активный проевропеец, которые будут бороться за вхождение в парламент. Я даже не исключаю, что они будут поддерживать таких проевропейцев, потому что понимают, что сам ПАС уже не тянет, не может решить те проблемы, которые есть в Молдове сам.
И, безусловно, должны войти новые свежие силы в парламент со стороны проевропейских партий. И у Иоанна Чебана тут достаточно сильные позиции, потому что до парламентских выборов он может расширить потенциал своей партии, начать работать в регионах. У меня была информация, что он уже кое-куда в регионы выезжает, беседует, и до следующего года он может там создать свои организации, группы поддержки и вполне не только пройти в парламент, но и бороться за пост премьер-министра, который, по моему мнению, в нашей стране один из самых значительных, потому что в руках премьер-министра реальная власть в области экономики, социальной сферы, кстати, в отличие от президента, потому что президент звучит красиво, он лидер, но реальной власти у него не очень. И когда я говорю, что Майя Санду должна заняться внутренними проблемами, это просто на своем авторитете, ну и на том, что она такой неформальный лидер ПАС, они прислушиваются к ее мнению, заняться теми злободневными проблемами, которые есть в Молдове. Но фактически, если они не захотят, они могут не слушать никакие ее указания. Я повторяю, только на моральном авторитете все основано. Теперь о возможных кандидатах Кремля. Несколько слов о сходняке шаристов в Москве и определении их целей. Илон Шор. Целью политического блока «Победа», там они сформировали, но я буду в среду говорить об этом, станет победа на президентских выборах. И сообщил, что блок «Победа» поддержит кандидата, который будет способен объединить молдавское общество. Отметим, что на этом сходняке было скандальное заявление. Певец Бацков заявил о праве Гагаузии на самоопределение. И руководство Гагаузии, которое там присутствовало, Башкан и председатель Народного собрания, которые были в зале, которые слушали, промолчали и никак не прокомментировали это. Более того, появилась новая нотка в заявлениях Евгении Гуцул, Башкана Гагаузии. Если раньше она говорила, что мы будем самоопределяться только в том случае, если Молдова объединится с Румынией, то сейчас она заговорила о том, что мы можем самоопределиться, если Молдова будет вступать в ЕС. Это очень интересный поворот, но мы к этой теме с вами в среду вернемся. Это говорит о том, что что-то готовится. Ну, вернемся к кандидату. Исключив Иоанна Чебана, я вижу на сегодняшний день 3 возможных кандидата. Это Игорь Дадон, Ион Кику и Ирина Влах. Ну, несколько слов об этих кандидатах. Игорь Дадон, он второй по рейтингу и с самыми большими шансами попасть во второй тур. Ну, если Санду не победит в первом. Минусы Дадона – высокий антирейтинг, ну, скажем, некрасивым таким словом, замазан уголовными делами, полностью или частично потерял поддержку Кремля, у него там есть определенные сложности. Интригует против него Шор, который там убеждает Кремль не делать ставку на Дадона и вообще убедить, чтобы Дадон не шел на выборы. Возможны проблемы с финансами, возможны проблемы внутри партии, потому что я думаю, что Шор тоже там работает. Ну и есть и плюсы у него. Это узнаваемость. У него, ну, наверное, с Майей Санду самая высокая узнаваемость в Молдове. У него есть организационные структуры. Он достаточно коммуникабелен, он проявляет себя как боец, он много работает, он ездит по стране, встречается с людьми. Это дает определенные преимущества ему. У него есть свой такой ядерный электорат, да, он скукоживается, он не такой уже большой, но все же есть люди, которые мы за Дадона, мы пойдем за ними и так далее. Тема, ну вот если у Майи Санду тема европейский выбор, она как бы понятна, ясна, Дадон выдвинул тему национальные интересы Молдовы. Плюс этой теме, что туда можно втиснуть все. Можно объявить национальным интересом
вступление в Европейский Союз. Можно объявить национальным интересом вступление в Евразийский экономический союз. Можно объявить национальным интересом объединение с Россией, допустим. Поэтому в этом национальном интересе есть и минусы. Это абстракция. То есть, сколько ни говори, сахар во рту слаще не станет. Поэтому просто выдвинув национальный интерес и не очень хорошо обосновав, обосновать очень сложно. Я повторяю, потому что туда все впихивается. Мне кажется, они допустили немножко ошибку. Надо было выйти на что-то более конкретное. Но я повторяю, у Додона есть шансы войти во второй тур. И есть, наверное, какая-то надежда, что никуда вся остальная оппозиция не денется, вынуждена будет его поддержать. И Кремль никуда не денется, скажет, надо поддерживать Додона. И он Кику. Но начнем с плюсов. Узнаваемость, она меньше, конечно, чем у Додона, где-то тоже, наверное, свыше 50%. Все же он был премьер-министром, мелькал, и многие люди его запомнили, но, кстати, многие уже стали забывать. Все же он тяжеловес, он экс-премьер. Вроде бы он без скелета в шкафу, я не видел публикаций, где говорили бы, что вот за Кику что-то там такое. Короче, кульков за ним вроде бы нет. А если есть, мы просто об этом не знаем и, наверное, никогда не узнаем. У него небольшой негативный рейтинг. Это тоже хорошо. Минусы. Мне кажется, у него нету лидерских качеств. Я беседовал не буду называть фамилию, но с очень известным молдавским политиком и спросил, как он относится к Кику. Он сказал, очень хорошо отношусь, хороший бухгалтер. То есть, в смысле, блестяще, наверное, был бы на посту министра финансов, может быть, даже лучший министр финансов Молдовы. Но вот как бы выше не тянет. Может быть, действительно бы, если бы эта власть умела работать с другими, предложили бы ему этот пост министра финансов, и он бы, действительно был бы замечательным министром финансов. А кроме того, он в последнее время превращается из политика в такого заурядного блогера, который комментирует различные высказывания, различные решения и ничего своего не предлагает. И отметим, что у него как бы достаточно слабенькая партия. Да, у них есть где-то, может быть, 5 точек поддержки по всей Молдове, но это недостаточно для выборов президента. И нет идеи, которая была бы связана с его именем. Где мечта для Молдовы? Что он предлагает? Вот это тоже минус. В этом они все в данной ситуации проигрывают Санду. Да, может быть, он надеется на поддержку Кремля. И вроде бы старается получить. Он очень активно критикует Санду и ПАС. Более того, меня удивило, он же проевропеец, но он выступил против референдума. Он личную свою обиду по отношению к ПАС и к Санду, в общем, перенес на европейский выбор Молдовы. Хотя он не глупый человек, он должен понимать, в случае проигрыша референдума мы будем отброшены назад. Но, во всяком случае, я не знаю, может быть, он потом как бы дезавуирует свое заявление, но он заявил, что не будет поддерживать референдум. К его плюсам я отнес бы, что он осуждает Шора. С Шором он не будет вместе работать, но, в принципе, не обязательно, чтобы Шор на него выходил, могут и другие люди из Кремля выходить, используя его, повторяю, особенно против Санду в этой избирательной кампании и против референдума. Тут очень для Кремля важно провалить референдум. Посмотрим, как дальше все это пойдет. И третье – это Ирина Влах. У нее, безусловно, есть плюсы, это узнаваемость, она все же экс-башкан, ее помнят как башкана, потом она была членом правительства, у нее значительный политический опыт, она длительное время была в парламенте, в партии коммунистов, она прошла хорошую школу Воронина и Ткачука, набралась там очень много. Она достаточно хороший оратор, она хороший полемист,
она популист. Я в слове популист это не обязательно отрицательный, негативный смысл. Любой политик популист. Но есть как бы плохие популисты, а есть хороший популист. Вот она хороший популист. Но в том смысле, что она умеет продавать политический товар и на этом зарабатывать какие-то очки. Она пытается выйти на теме «нет войне» и нейтралитет Молдовы. Если бы она выступала против России, агрессора, и который нарушает наш нейтралитет, потому что он держит армию на нашей территории, что запрещено нашей Конституцией, это бы выглядело логически и понятно. Но она искусственно привязывает это против Санду, убеждая общество, что Санду – это война, но абсолютная глупость. К Санду можно 1000 претензий предъявить, но объявлять ее агрессором, воинственной и так далее, ну, это абсолютная глупость. И что Санду за НАТО, хотя Санду ни разу не делала заявление, что надо вступать в НАТО. Ну, я бы, допустим, ждал от нее этого заявления, но большинство не ждет. Санду политики, она как бы понимает, что время еще не пришло выходить с такими лозунгами. Поэтому, когда все это говорит Ирина Влах, я как известный режиссер Станиславский скажу: не верю. Минусы. Вы знаете, я долго думал, а какой же минус у Ирины Влах? И вот я разговаривал с одним человеком, который ее хорошо знает, там, по Гагаузии, и он сказал, и мне очень показалось это убедительно, когда он подыскивал характеристику, он сказал: она фальшивая, фальшивая. И многие чувствуют эту фальшь, что она не искренняя, что это ее на самом деле не волнует. И когда она говорит, что там Санду война, что Санду против нейтралитета, она прекрасно знает, что это не так, но она лжет с очень такой, легко лжет, потому что ее это не волнует на самом деле. Вот она фальшивит, лжет, и она считает почему-то, что это политика. Вот она профессиональный политик, и она обязана вот так говорить. Она тут ошибается, потому что все же люди чувствуют эту ложь и эту фальшь. Ну и кроме того, сама политическая биография, она ушла от коммунистов, которые ее подняли, она кинула Додона, который в первой каденции добился ее избрания на пост Башкана, очень много сделал, водил ее там за ручку в Россию, знакомил со всеми, кинула. Она кинула даже тех, кто поддерживал ее в Гагаузии и за пределами Гагаузии, кто финансировал ее избирательную кампанию. Но все же ее кто-то в Москве активно поддерживает и пытается сделать основным кандидатом номер 1 от Кремля. Я не могу сейчас судить, получится или нет, но во всяком случае такая попытка предпринимается. Мне кажется, что шансов на победу у нее мало, но, возможно, все это делается на перспективу, на будущее. Может ли кто-то вклиниться в первую пятерку? Ну, безусловно, мог бы сделать Ион Чебан, но мы уже эту тему обсуждали. Теоретически может побороться за 3-е место Александр Слусарь, которого вот эти новый блок, который, кажется, вместе называется, возможно, тут у меня уверенности нет стопроцентной, будут выдвигать кандидатом в президенты. Но у Александра Слусаря есть проблемы, так же как у этого блока. Это отсутствие денег, и не видно, откуда они их могут взять. Это отсутствие сильных организаций в территории. Там блок из 4 партий, но реальных и сильных организаций там нет. Отсутствие медиа. Так что шансов не так много у него или любого другого кандидата от этого блока, но побороться можно, потому что выборы иногда бывают непредсказуемы. И я думаю, Слусарь боец, он будет бороться. Но я повторяю, Слусарь или кто-то другой из этого блока, но Слусарь теоретически мог бы побороться за 3-е
место. У него практически нет антирейтинга, у него есть узнаваемость. Да, не хватает идей. Тема проблемы фермеров не вытянет президентскую кампанию. Кто еще? Я не могу сейчас пока назвать, я не вижу. Я думаю, что самое крайнее до 20-го, в крайнем случае до 30 мая список будет закрыт. Потом уже будет поздно, наступит лето, отпуска, и сейчас нужно застолбить за собой. Я кандидат, я борюсь, и летом что-то пытаться сделать, но более активизировав в сентябре месяце и в первой части октября. Поэтому я думаю, что ситуация достаточно непростая, и пока, я повторяю, список этот закрыт. Давайте в заключительной части позиция кандидатов за 6 месяцев до выборов. Примерно сейчас 6 месяцев до выборов. На сегодняшний день что происходит? Майя Санду 100% входит во второй тур, но теоретически имеет шансы победить в первом. Многое зависит от ее активности в Молдове, и именно в Молдове. И, кстати, ее активность в Молдове может дать ей возможность прирасти голосами за пределами Молдовы, если она тут выдвинет интересные проекты, и люди за границей, наши мигранты, увидят, что благодаря ей что-то тут начинает оживать, или хотя бы первые шаги к оживлению делает. Сможет ли она внести свои идеи по развитию Молдовы во внутреннюю политическую повестку, чтобы стали обсуждать, я не знаю. Если боец, если хочет бороться, то попытается, в всяком случае, это сделать. Ее задача мобилизовать свой электорат в Молдове за пределами. И надо помнить, понимать, какой большой урон ей могут нанести пропагандисты Шора, которые все сегодня будут работать против Майи Санду. Мне кажется, что Шор пообещал в Москве, что он не только провалит референдум, но он не даст победить Майи Санду. И на это будут брошены миллионы долларов, чтобы решить эту задачу. Кроме того, Майи Санду могут проблемы создать ее бывшие соратники. Она вышла из партии, Попас. То есть какую-то глупость совершить, их тянет иногда на достаточно глупые высказывания, и в поведении они не всегда адекватные, и это может сильно ударить по ее рейтингу. Поэтому нужно и отсюда, может быть, опасность для нее. Второе место на сегодняшний день вроде бы за Игорем Додоном. Теоретически могут за второе место побороться Ренато Усатый. Он будет пытаться, я вижу по его выступлениям на телевидении, он настроен на борьбу. И Ирина Влах. Это тоже с мощнейшей подпиткой от Кремля, или не только от Кремля. Возможно, ее и открыто или тайно поддержит вся эта секта Шора. Она тоже будет бороться за второе место. Так что 3 человека сцепятся, чтобы бороться за второе место. Это Додон, Игорь Додон, Ренато Усатый и Ирина Влах. Если там не получается второе, безусловно, будет идти борьба за 3 место между Усатым и Влах. Возможно, вклинится Ион Кику и Александр Слусарь. Так что нас ожидают очень интересные битвы. И мы будем с вами постоянно возвращаться к этой теме, отслеживать эту ситуацию. Я уже говорил о новых проектах, которые у нас появятся. Один проект запускается в среду, и следующий проект запускается в четверг. Оба проекта интервью. Не буду рассказывать, может быть, сегодня Андрей более подробно расскажет в своей передаче, а может быть, сразу в среду и в четверг вы увидите. Мне кажется, это интересно, потому что такие живые интервью
у нас в основном авторское телевидение, мы как бы сами вели свои программы, но решили немножко перед выборами разнообразить, чтобы вы не только нас слышали, но и разные точки зрения и политиков, и общественных деятелей, возможно, бизнесменов, и в целом по Молдове, и, может быть, отдельно мы будем больше внимания уделять и Гагаузии, и Приднестровье, чтобы тоже раскрывать ситуацию в этих регионах. Ну и еще раз прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, финансово помогайте, и вместе мы с вами будем смотреть, и не только смотреть за событиями в Молдове, но и стараться влиять. У нас уже свыше 2 миллионов просмотров в месяц. У нас уже появились рычаги влияния, а будет 3, 4, 5, так мы вообще сможем тут все повернуть так, как нужно вам. Но для этого надо быть вместе. Всего хорошего, до новых встреч!